Всем привет! Это вторая часть нашего ролика. У меня сегодня гость Евгений. Добрый день! Мы сегодня вместе с ним прогуляемся по реке Данги и снимем для вас очень интересный ролик. Ну А вот, тебе не кажется, что это этот впереди трамвайчик, какой трамвайчик еще. который возил... Не. Ну, давай посмотрим. Трамвайчик, я видел, стоит около Судлентоса. Видел, стоят они где-то там. Вот. То есть они подняты из воды. Но стояли, осенью стояли, сейчас не знаю, сейчас, может, уже не стоят. Ну, Здесь знаешь что? Здесь сейчас купила часть этих складов Лейвита. Ага. Вот, и она здесь выпускает катера. Строить или что делать? Ну, строит, да, строит. Потому что раньше строили катера, и там на опытном заводе, сейчас там, где вот сейчас башня построена, там раньше тоже были цеха, и там одни такие мастера арендовали цеха и строили деревянные яхты, строили. Там, в принципе, хорошие мастера были. Ну, сейчас тут, не знаю, потому что тоже строят, но здесь сейчас строятся катера такие небольшие. Возможно, вот эти вот катера, это тоже их Ну, работа. да смотри, здесь это, он бедный завяз. Хочешь, пойдем поближе, может, Да, посмотрим? подойдем, посмотрим, что это такое. Потому что как-то он так сиротливо стоит такой. Он, видишь, такой, типа, как катамаран такой, да? Это наверное, не катер, это наверное, такой, типа, дом на воде. Ну, Или катер. посмотрим. Знаешь что? Там- Что-то, мне кажется, мы проваливаемся. Идем отсюда. Я проваливаюсь, идем. Ну, мне кажется, да, что-то тоже проваливается. Я, ну, видишь, Да. снова мокрая, снова вода. Да. Ну, так, Так получается, чем дальше мы идем в Данге, тем получается теплее, получается. я не знаю. Но видишь, вот посередине нормально, а по краям уже вода. И видишь, вот с той стороны вода. Да. А здесь, например, воды уже нету. Вот здесь вот. А, еще вот мы пришли тоже к этим очень такие старые известные склады были. Сейчас тоже получилось, когда... А, ты говоришь, там какое-то предприятие было? Да, здесь, по-моему, 1860, не знаю, 8 или 9 году, или где-то так, я, может, ошибаюсь. Здесь один предприниматель открыл предприятие, и он из костей как-то делал клей клей и делал, краску. да? Ну, раньше из этих, особенно, помню, даже есть рассказ, помню, вот читал литовского автора, там специально в те времена старые, из копыт, там коней, допустим, из копыт, там еще кого-то там тоже делали клей. И даже помню, какой-то фильм смотрел, литовское телевидение, литовской телестудии, где было сказано, что там какой-то там еврейчик ездил по деревням и искупал эти копыта. Это бывшие склады. Здесь было большое предприятие, которое называлось Union. Это, знаешь, что по поводу Union? Значит, сначала там какой-то местный предприниматель сделал этот завод по краске и по клею, а потом поляки купили его. Они там еще серную кислоту выпускали. Ну вот, значит, поляки купили его, по-моему, в 1872 году, и начали запускать уже какую-то там серную, какие-то удобрения, Ага. много чего запускали. Вот, потом дальше, идем дальше. Смотри, интересно, как катер вмерз, и мотор даже вмерз. И хозяин спокойно может быть спокоен, что никто мотор не утащит даже. Ну так, конечно, бросать корабли, катера, конечно, это немножко не то. Потому что другие, вон, пожалуйста, поднимают и проблем не имеют. Ну вот, поляки купили, не запускали, не делали всякие удобрения, серную кислоту, еще что-то выпускали. Вот, а потом Здесь даже корабли швартовались в этом месте. Я читал, что здесь как-то были. корабли доходили прямо до этого моста, железнодорожного моста. К нему потом Да, позже подойдем. да. Вот. А сейчас здесь именно немножко такое хранилище катеров, хозяева катеров, кто может хорошо заплатить, они здесь вот хранят зимой свои катера. Здесь есть такой кран, который их бывает спускает на воду. Вот. Помнишь, здесь, конечно, был пожар. Видишь, даже видно, где часть этого складов одного кирпича и часть складов другого кирпича. Здесь пожар был в начале века, сгорело много.
Потом они получили деньги от страховки и многое восстановили. Вот так вот. Вот. А с той стороны улица Йоничкис. Вот эти вот тоже дома, которые зарисованы. Здесь была частная застройка. Давали еще даже после войны и в советское время, в 60-х годах, ну, выделяли, так скажем, землю, кто хотел строиться. Но в те времена, конечно, построиться была тоже проблема, потому что особо, так говорится, не вошел в магазин, купил кирпичей. Нужно было там какую-то иметь разнарядку, какое-то есть разрешение. Так не пойдешь, не купишь, знаешь. Ну, может, какую-то там доску, конечно, купишь, но так, чтобы дом построить, не очень, знаешь. Ну, вот. А сейчас мы вот идем в сторону этих туда. Знаешь, давай чуть расскажем про этот завод. Здесь, короче, был Здесь дальше в советское время завод Сириус. Они запускали батарейки. Да, здесь, да, батарейки. И там улица... здесь же, помнишь, после этого Union было такое, как говорится, частное предприятие Артою в литовское время, до войны. Здесь было такое, кстати, акционерное общество Артою. И там даже сохранилось название улицы Артою. Там на въезде, когда там под мостом, вот под тем мостом едешь, поворачиваешь направо, и там улица Артою. Вот. А здесь вот, да, в советское время выпускали батарейки, но после 91 года очень много что в Клайпеде закончилось. Закончились батарейки Сириус, закончилась чулочная фабрика, закончилась. Потом эти вот предельные Триничай и Гульбе. Что еще там закончилось? Так, чулочная. Там фанер, которая... Не, фанерка еще одно время работала. Фанерка. Вот. Фанерка. Ну и что? Ну, в те времена такие предприятия много где закрылись. Это не они первые, не последние. А по поводу этого завода, я читал, они еще до 96 года работали. Пытались там что-то делать, что-то. Да, были, вроде такой был договор по нему, по-моему, что-то корейцы, по-моему, что-то купили. Там они как-то с китайцами договорились. Да, китайцами. Там вообще много историй было у них. Они, короче, там еще в годах там 92-х, 93-х. Там у них, знаешь, проблема у них была какая? Что у них эти все эти реагенты там и так далее, они приходили с Грузии, еще откуда-то приходили. И потом, когда все развалилось, у них были проблемы. Поставщики, знаешь, уже не могли обеспечить это. Вот, они пробовали там что-то еще делать. Потом вроде их в России что-то они там торговали, что-то их там кинули очень на много денежек. Да, даже писали в газете, да. Вот. В газете, да. Потом они как-то сгорели с китайцами и выпускали китайские батарейки под маркой Sirius. Вот, но потом и это все банкротировало. По-моему, окончательный банкрот сейчас был в 2003 году. Ну, там сейчас большая территория, и тоже такая резервная территория города. Там еще есть какие-то белые кирпича, остались какие-то эти складские и там промышленные помещения остались. Ну, там сейчас... сейчас там автостоянка, продают машины. Автостоянка. И да, эти вот склады, это еще только часть того, что осталось. А там еще внутри там еще много чего есть. Да, здесь именно вот еще отсюда, так сказать, была такая промышленная зона Клайпеды. Именно до Первой мировой войны. Вот знаешь, что еще, мне кажется? Вот здесь вот на набережной, здесь были какие-то такие какие-то гаражи, какие-то ангары какие-то были. Было такое? Ну, такого не помню. Вот сейчас буквально еще лет 5 назад их снесли, по-моему. Ну, я что-то, знаешь, такого не... Здесь вот именно сейчас именно на зиму хозяева катеров хранят свои катера. Ну ладно, не верь мне, короче. Вот. Вот, сейчас подходим к железнодорожному мосту. Раньше он очень был красивый. Здесь, по-моему, было таких 5 арок. Знаешь? Это старый еще такой, да? Старый, да. Вот от старого моста, он в войну был порушен. Вот видишь, там где вот с правой стороны дерево такое. Сейчас, может, там выровняли эту насыпь. А раньше еще наверное, лет, не знаю, лет 8 назад еще были остатки этих кирпичей, этих булыжников. Вот где-то это дерево, а там вот и были остатки этого старого моста. Я видел фотографии, не знаю. Я думаю, что остатки, мне кажется, остались и сейчас. Просто может их... Не, и просто и выровняли. Вот, смотри, вот, идем, смотрим. Это даже сейчас... вот же, точно. Ну, вон они стоят. Вот, здесь был очень красивый мост. И парусники
доходили до моста. То есть вот порт был не в заливе, а порт был в реке. И вот это вот уже крайнее место. Вон, тут, видишь, остались фундамент. Да. Ну вот, идем поснимаем их немножко. Очень красивый мост был. Мне знаешь, так, кажется, похоже мост, когда едешь В Кретингу едешь. в Кретингу едешь, там что-то тоже Да, похоже да, осталось. Да. В Кретингу, да. И таких мостов. А, еще здесь есть, остался остатки моста такого похожего, эти вот, где едешь в Грузикай. Вот, смотрите, приближу вам. Вот. Смотри, какие. Вот. Остатки этого моста. Там еще надо подойти ближе. Вот. Было, конечно, прикольно бы, если он остался бы, но во время Второй мировой войны его разрушили. Вот. А что тогда с этой стороны вот? Что? Вот, где кирпичи? Ну, тоже, наверное. Может, какое здание такое похоже на это стояло. Ну, может, здание не стояло, может, там была, может, какая-нибудь заезд, может, был какой-нибудь. Не знаю. Ну вот, видишь, вот остатки это вот в этом месте Вот проходил. камни, видишь, лежат какие-то, да? Да. Это вот Ага. остатки этого моста. Может, еще в воде что-нибудь лежит, да, под нами? Да, конечно лежит. Когда рушили, да, там все? Ну, конечно. Там особо кто-то здесь не... Сюда вообще, говорится, ну, никто, говорится, здесь не чистил это. А, вот, вон, с другой стороны тоже видно, видишь. Где Вот. ты видишь? А вот, видишь, там по деревьям, вон они. Не вижу. О, ну вот. Это думаешь? Да, ну вот видно. Вот. Это, мне кажется, просто причал. Ну, не Ну, знаю. не железные сваи, а правее, видишь, их. Ну, я не знаю. Я думаю, это уже советская. Ну, может, советская, да, согласен. Что это такое здесь? Какое-то странное сооружение. И кто это и для чего это построил? Потому что здесь уже не было промышленной зоны. А вот откуда он взялся, для чего это даже? Может, кто, пускай в комментариях напишет, может, кто знает, для чего это такое здесь построили такие. Это, может, типа какой-то гараж? Гараж для кого? Лодок. Для подводных лодок? Ну, блин, вот лодок. Ну, может, для подводных лодок тоже. А, можно, знаешь, может, тут еще планируешь что-то построить, какое-нибудь здание? Построили фундамент. Написано, вон. Что там написано, смотри. Электриню лавяли нома. Ну, Ну, реклама просто. ну, точно получается какой-то гараж какой-то. Не, ну хорошо. Гараж, думаешь, да? Ну, смотри, если Нома, значит, туда можно заплыть. Не, это просто реклама. А, смотри, ты видишь, это какой-то Ну, какой-то это понтон. значит- Что это такое? это Подойдем, может? гараж подводных лодок. Не знаю, что это такое. Не, ближе посмотрим. Ну, давай посмотрим. Трумпос инструктажас ir jūs капитоны тайсине реки. Ну, ясно. А вот смотрите, что это такое. Laba diena. Gal žinot, kas čia buvo anksčiau? Kažkoks garažas. Povandeninių laivų. Nu, teisingai čia. Nu, sugalvok tu man, dėl ko čia statyti tą garažą. O viduj kažką tai. Gal dėl valčių? Nu, kaip į kimba. Nulis. Tenai prie telekomo apsikrovi žuvim. Taip. Nu, ten, kur tas yra, va, tas kaminas didelis. Kur tas prie kur didelis, tas yra kaminas didelis. Tenai visi turi. Apsikrovę. Как-то странно. Для чего столько мостков? А, там смотри, переносные. То есть их можно какое-то мероприятие, какое-то что. Их можно. Не знаешь, что нужно брать в коньки? Я не знаю, Да. что это такое. Зачем такие мостики нужны? Ну там, смотри, там есть А, нет, скамеечки. знаешь что? Слушай, я понял. Знаешь, что это такое? Ну, Да, ты ее берешь,
снимаешь, там видел, написано. Да. Вот, снимаешь, вешаешь мотор, и там вот скамеечка, столик, сидишь себе. То есть, получается, такие, как катамараны. Такие катера, катамараны. Я что-то ни разу не видел, чтобы Видишь, у них номера есть. То есть они как бы, каждый мой это такой мостик, это такой плот. Это, конечно, это плот. Плот со столиком. Ну, я ни разу не видел, чтобы здесь кто-то в Данге плавал с этим столиком. Я помню, давным-давно еще, когда только появились эти там 2-литровые там, или там 1-литровые пластмассовые бамбалисы, ну, эти бутылочки пластмассовые, там где-то какие-то, знаешь, энтузиасты, короче, это было в Каунасе, собрали в Каунасе все бутылки, пособирали везде, знаешь. Дали задание этим, говорится, бомжикам тоже собрать бутылки, знаешь. И, короче, они сделали плот из бутылок этих пластмассовых. No. И на этом плоту они приплыли из Каунаса в Клайпеду. Я знаю, эти беженцы из Африки. Они на бамбулесах плавают. Ну в да. Италию, там, в Испанию. Да. Подожди, какие-то звери, смотри. Ну, кто это такие? Косули. Ну, зайчики, может, какие-нибудь. Ну, На зайцы кого такие, похоже? здесь больше на медведя похоже. Не знаю, что такое маленькое. Здесь, мне кажется... А, смотри, здесь какой-то низкий, получается, видишь, он немножко... Или косуля. Но почему так она ставит лапы? Здесь не видно ничего. Глубокие, видишь, такие глубокие дырки. Ну, не знаю, глубокие. Ну, ладно. Хорошо. Ну, а сейчас мы проходим мимо Йонишкис. Там сейчас находится кладбище. Вот старое Клайпедское. Сейчас, по-моему, оно уже закрыто. Как бы, Ну, там только можно подхоранивать, если там член семьи. А так, чтобы там новому получить место, ну, практически нет ничего. Вот, там я еще немножко подснял заранее. Есть старый бункер. Да. Сделаю вставочку, смотрите. Сделаю еще одну небольшую вставку. Евгений остался в машине. Не решился он идти по этим сугробам. А я схожу, покажу вам бункер. Находится около Йонишкис. Вот, где кладбище. Смотрите, сколько снега. Много, по колено, короче, снега. Вот, тут есть бункер военный. Со времен Второй мировой войны. Вот так слегка покажу его. Много про него ничего не знаю. Знаю, вроде его начали строить, но, по-моему, его стройку не закончили. Вот осталось вот такой вот объект. Ладно, наверное, все. Возвращаюсь я. В принципе, здесь больше нечего смотреть. Бункер и бункер. Может быть, сюда вернусь еще летом. Ну и там еще интересно, я так давно был всего пару раз в Йонсе кладбище наше. Вот. Ну и что? Там даже есть могилы, где, допустим, кто-то погиб, моряк какой-то. Есть моряк, помню, видел. Такая фотография, такая глянцевая. Он там в форме, и у него на могиле лежит якорь. Вот такие были моменты. Также еще, я не знаю точно где, тут раньше был, да, сейчас, по-моему, тоже стоит, есть усадьба Луизис. А Луизис? Да, два раза Луизис. И там у них была своя завод по кирпичам. Вот, и у меня есть в коллекции кирпич с печатью Йонишкина. Йонишки? Йонишкин, Ого, да. интересно. Вот. И его делали вот где-то здесь, делали его. Ну, ты можешь потом показать? Я сделаю вставку, сфотографирую его. Ага. Вот, недавно Интересно, свою коллекцию интересно. пополнил. А у тебя еще есть кирпич, где именно мемель есть кирпич? Есть мемель там. А, писали про одного калининградского коллекционера. Он именно в Калининграде, в Кёнигсберге. Там этих кирпичей было очень много, там рушили дома. И он как-то еще в советское время начал собирать эти кирпичи. И у него кирпичи вообще там есть 300 лет кирпичам этим. Там из Швеции, ну именно из Швеции, которые использовались в Калининграде. Не то, что там они простые такие, а именно местного, так сказать, разборки. Здесь, знаешь что? Здесь, когда город сгорел, помню, что в 1854 году, мне кажется, то нужно было срочно построить очень много зданий. Ага. Вот.
А, и были же эти кирпичные такие заводики. Помнишь, там возле Лабринцички тоже есть, это был бывшая. У нас в Лайбеде было, не знаю, штук 10 кирпичных заводиков, больших и маленьких. Вот, но говорили, что этих заводиков не хватало, Ага. и много привозили с других городов, потому что не успевали делать эти кирпичи, потому что весь город сгорел. Вот, и Смотри, нужно- мы уже второй раз видим круглую полынью. Кто так может сделать ее? Походу не бьют ее, а потом, не знаю, что-то... Зачем? Ну, именно круглую такую. Ну, большой. Диаметр ее, наверное, сантиметров 70. Вот тут, смотри, живут их, да, на Да. берегу. Вот имеет свои причал, смотри, имеет свой. Там, видишь, такой столик, я думаю, там они какие-нибудь шашлычки жарят там, Да. или нет. Ну правильно. А смотри, у них есть дом основной, плюс еще какой-то вагончик, и вагончик, смотрю, отапливается, там люди живут в вагончике. Да, вот сейчас видишь, даже дым идет. Тут знаешь что? Еще, перебью тебя. Не знаю, может, некоторые знают, есть у нас в городе такой активный человек, Михаил Андрианов, и он где-то такую женщину присматривал, Катрину. Она жила в вагончике. Может, где-нибудь здесь и жила она. У меня вагончик был не такой. Ну смотри, здесь такой наш такой слепленный, видишь, дом такой наш, наполовину старый, потом кирпичами заделанный, вверху, заметьте, обратите внимание, окно открытое. Я думаю, что он, может быть, не жилой наверху. Ну так хоть закрой окно, чтобы тебе холод не шел. Он проветривает. Ну проветривать, да. Мне кажется, что верхний этаж не жилой, а может жилой. Ну я Нижний не... жилой, а наверху не знаю, что происходит. Не, ну холод-то идет, конечно. Не знаю. Вагончик, смотри, отапливается. Заметьте, обратите внимание, у него одна стена кирпичом обложенная. Ты же слышишь, какое эхо тебя идет? Нет. Скажи что-нибудь громко. А-ля-ля. Одна стена. Одна стена. Слышно? Нет. Я слышу эхо. Ладно. Ну ладно, хорошо. Сейчас подходим к району. Район называется Клемечки. Это во времена Горбачева, когда была политика, как называется, перестройки. Одни там начали, конечно, там вареные джинсы делать, другие там стали еще что-то шить, а другие просто легализировали свои черные деньги. Потому что те, которые здесь, наша тоже знакомая одна, тоже работала, она сама швея и тоже шила эти джинсы. И приезжал такой, говорится, организатор, он привозил им материал, привозил пуговицы, привозил нитки, ты только шей. И сошьешь, за каждую эту он платил конкретно, сразу наличкой платил. И в принципе в те времена, когда не было работы, шитье этих, говорится, поддельных там джинсов и там всяких, не знаю, там свитеров и там шапочек вязали. Вот, все это было очень, ну, было выгодно. Ну и что? И те, которые возили, даже один писал, что говорит, я говорит, там везу там, допустим, куда-нибудь в Тюмень, там 5 сумок с этими джинсами, а тогда еще билеты стоили вообще, там стоили до Москвы, из Клайпеды до Москвы, по-моему, билет стоил на самолете, сейчас даже не вспомню даже, но что-то очень мало. То ли 20 рублей, то ли 18 рублей. Пусть кто летал, скажет, сколько стоил билет, там, в 80, допустим, там, 5 году, 86 году, сколько стоил билет на самолет. Як-40 что-то летал между Клайпедой и Москвой. Смотришь, Вот. как я тебя не перебью. Между Палангой. Смотри, здесь, по-моему, лодочная станция, мне кажется. Это которая для этого, катамарана. Но обратите внимание, здесь тоже какие-то сваи забиты. Да. Тоже какие-то сваи забиты. А мы подойдем, посмотрим, что Ну, давай сваи. подойдем, посмотрим. Это сваи, не сваи. А ты обратил внимание, что вот когда вот ты играл с этими рыбаками, Ага. там рыбаки ловят, а здесь что-то не ловят ничего. Да, здесь это. Походу, вот, Это не если, так. если вы рыбаки, то здесь, Здесь наверное, не зря, наверное, люди стоят около Меридианоса и там ловят, потому что здесь ловятся плохо. Ого! Ой, бляха. Сколько здесь? Я не пойду, я чуть не грохнулся уже. Аж я подойду. Я не знаю, что такое. Это не свай, это тростник, который так вот красиво так вот замерз. Ой, скользко. Вот так вот красиво замерз тростник. А свай здесь не вижу. Вот, а это, по-моему, площадка. Хотя, может, и нет. Если была площадка, будет, наверное, для этого. Я думаю, что это просто площадка
Как называется этот тростник? Кто родник? Как называется этот тростник? Этот камыш. Нет. Камыш. Ну нет, камыши же они же по-другому же. Как? Это их в литовском варианте называется няндрис. Ну, хорошо, на русском. Ну, камыши, ну не камыши. Подожди, а как это такая с этой такой черной головой как Ага, называется? не, понимаешь, это называется рогоз. Рогоз? С черной головой. Вот, это камыш. Вот, шумел камыш, деревья Деревья гнулись, это вот про него. А этот, который с этой штукой черной, коричневой, это называется рогоз. Значит, слушай, мы идем по воде. Да. Идем отсюда. Хо-хо-хо. Что-то, мне кажется, Я же не понимаю, как это происходит. чем дальше, тем получается теплее вода, что ли? Я не знаю. Ну, Блин, идем ну- дальше? Или здесь? А, идем здесь вот. Здесь, видишь, в той стороне, здесь нормально. В той стороне здесь было, как бы, ну, сыро, а здесь, в этой стороне, дальше пошли. Вот Ага. здесь идем. Сейчас, может, дойдем до самого этого, как называется этот район. Бахмут ужами. Не Бахмут, Ужами, как называется этот райончик. Жалинос. Не, Жилинус далеко. Почему? Жилинус далеко. Далеко, конечно, но Не, до Жилинуса знаешь, сколько тепать? сколько? Еще километр, не знаю, километра 3, наверное. А знаешь, что еще интересно, вот тоже скажем, не знаю, может местные Смотри, знают, лунки есть. а может местные даже и не знают. Эта река имеет два названия. Часть реки называется Данге, А часть называется Кмяне, Акмена. Акмена, да, вот. Там какая-то, не знаю, там что-то меняется где-то около Кретинги. Плунги, до Плунги она Акмена. Мне кажется, до Кретинги. До Кретинги, да, может до Кретинги, правильно. До Кретинги она Акмена, а после Кретинги уже Данге. А почему Данге? Потому что здесь уже была Пруссия. Отсюда и название Данге. А там было литовское название Акмена. А, еще вот мы в прошлом ролике говорили про есть Данге, и некто называет Даня. Вот. Некоторые здесь говорили, что это злые коммунисты Ага. обозвали реку Данге Даней. Вот. А на самом деле другие товарищи, примерно в 80-х годах здесь массово, ну, пошли какие-то эти знаки литовского языка, такие карбининкасы. Сейчас забыл за фамилию у него. Какая фамилия у него была? Короче, в 80-х годах какой-то умник сказал, что идем назад, здесь Подожди, мокро. подожди. Вода. Так вот же, есть дорога, есть. Не знаю, вот дорога, идем здесь. Вода, смотри, вон, мокро. Осторожно, иди по тем же местам. Слышал? Да. Ты что, теснул, да? Нет. А я слышал, что... Ну, идем здесь лучше. Хорошо. Вот, короче, в 80-х годах... какая фамилия там у него была, забыл я. Какая-то такая знакомая фамилия мне. Ванагас. Ванагас? Во, товарищ Ванагас. Вот. Он был большой экспертом. Он там кучу названий придумывал новых. Вот. И сказал, что название Данге неправильное. Это немецкое название. Вот. И сказал, что нужно называть Даня. Вот. И долгое время, по-моему, до 2007 года был закон, что река называется только Даня, никак по-другому. Вот. И, по-моему, в 2007 году сказали, что кто хочет, может называть и Данге. Но в официальных документах все равно сказали, что писать нужно Даня. Но уже уже это не считается ошибкой, а считается Ну, у нас сейчас и пишут, что Даня с Упе. Короче, в таких официальных документах сказали, что желательно писать Даня, но если очень хочется, можно и Даня, и Данге написать. Но правильный типа Даня. Ага. Ну, типа, есть норма такая устоявшаяся, что людям полюбилось. И они пошли навстречу и говорят, что, если очень хочется, то, в принципе, мы не против. Но есть такое дело, что читаешь, например, какую-то одну газету, один автор пишет Даня, Да. а другой автор в той же газете пишет уже Данге. Вот Да, такие такое истории тоже есть. встречалось. Но на самом деле все такие вот историки и так далее, всякие статьи, они стараются писать Данге. Короче, название Даня появилось в конце 80-х годов. То есть это Даня, это слово паразит получается. Данге? Ну не, это Даня. Даня считается искусственное слово. Они взяли немецкое название
И его как бы эксперты по литовскому языку Обготовили. сделали новое слово. Ну, так знаешь, всякие есть вот сейчас этот, называется, да. вот телефонные всякие эти тачпады называют тапшноклис, Ага. ишманусис. Ну, то есть они взяли нормальное название, и потом какие-то эксперты большие сказали, что вот так вот будет правильно по нормам Так, языка. получается, подожди, получается, что по нормам получается слово инкарас. Слово не литовское, А какое? слово паразит получается. А с какого языка? Ну, не заковано, просто литовцы по-литовски. Инкарас это дугнякаблес. Дудня, кальблюс. Ну, могли бы. Дудня, Подожди, а кальблюс. инкарс это откуда? Подожди, как будет? Анхор, да, на английском языке? Ну да, да. Анхор на английском языке. Якорь. Якорь, анхор. Кстати, похожие слова, да? Якорь, анхор, что-то такое. А литовское слово дугнякаблес. Ну хорошо, а если инкарас, то с какого языка они взяли? Ну, Ну, не знаю. прилепилось откуда-то. Инкарас, инкарас. Ну вот, Дугнякаблес. ну можно. Дудня, кальблюс. Каблис, инкарас. Вот, у нас на самом деле в Литве очень следят за языком. Только появляются какие-то новые вещи, тут же придумывают им названия. Вот раньше был хот-дог одно время там, да, потом сказали, что это надо называть дешрейнес. Месайнис. Месейнис это бургер, месейнис. Какие там еще слова придумали? Вот эти, это пшноклис, это А вот этот тачскрин. пельмень, как это сейчас? Раньше колдуны. Ну, колдунос. Не, а сейчас как-то по-другому. Есть какое-то слово другое. Нет, ты имеешь в виду цепелины? Ну, Дичь кулей. ну называют. да, цепелины сейчас дичь кукулей. Есть разные, некоторых, да, пишут дичь кулей. Цепелин это с немецкого языка, да? Месайнис, какой-то еще там, знаешь, сурайнис. Сурейнис, да. Ну, след мне придумают. Не знаю, вот в России, Ну например, что такое? Как это можно понять? Для чего такие нужны строительства такое? ну вот это не знаю, что такое на самом деле. Здесь уже, смотри, здесь уже в этом месте никаких судов уже не было. Смотри, река уже без свай, да? По крайней мере, с этой стороны. А, знаешь, что здесь такое было? С левой стороны бывшая фабрика фанерка. И это может быть, ну ты смотри, какие здоровенные, целые порту таких не увидишь, свай. Ну и хорошо, была фанерка, что здесь они делали. Делали фанеру, делали очень, так сказать, много делали. И, может, какие-то баржи грузили. Знаешь, что мы еще не помянули? Ну? Раньше не помянули. Что здесь по реке очень активно сплавляли Лес. лес. Вот. Важная вещь, а мы Да. это не помянули. Даже вообще порт появился, в принципе, благодаря лесу. Да. Здесь, мне кажется, все Литвы везли лес и Ну, дальше здесь экспортировали вот его. сплавляли по заливу, сплавляли там через Русня, через Неман. А другой вариант то, что здесь вот через Данги, через Ахмяну, район вот этой, район это вот Кретинги, там Картены, там где леса были хорошие. Ну вот, и на самом деле даже вот порт появился благодаря этому лесу. Угу. Экспортировали его там и куда они только не экспортировали. Так, ну вот, смотри, тоже, что это такое? Это какой-то ребенок, мне кажется, шел, да? Ну здесь кто-то прыгал. Не, это какие-то детские следы, мне кажется. Или нет? Или кто-то прыгал. Что он Ну, там? может, прыгал кто-то. Смотри, что он полез в гору. Ну да, какое-то животное. Тихо. Нормально, нет такого звука. Ладно. Хорошо, была фанерка, сейчас здесь что находится? Ну что-то такое, видишь, цеха остались. Цеха А остались. здесь снова провалимся. Идем сюда. Проваливаемся. Как это можно объяснить? Совершенно здесь посередине Данги, где мелко, целые причалы. И корабли могут швартоваться. Вот смотри, один здесь причал, там другой причал. Какая-то наша база подводных лодок. Ну, вообще наши, это крытые бастионы какие-то наши. Что-то здесь непонятно. Вот видишь, дальше смотри, вот такой, вот впереди тоже опять замуровано все. Странно, как вроде кажется, должно быть там крепче лед должен быть, а там наоборот под снегом вода.
Я думаю, здесь есть какая-то фанерка. Видишь, снова какие-то отходы деревянные. Ну да, здесь вот была фонарка, вон там. А фанерка, что там они производили? Ну, они тогда на весь Союз эти такие называются эти листы фанеры. Потому что фанеры бывают разные. Бывает там 3-сантиметровая, а бывает, в советское время была и 3-миллиметровая, а была и сантиметровая такая, даже больше сантиметра толщины фанера. Так, сколько здесь, да? Здесь трудно найти очень. Ну, вот здесь вот идешь по краю, Нормально, да? нормально. Ну ладно, идем по краю. А то, мне кажется, все видео будет такое. Здесь тоже мокровато. Тоже вижу. Не, ну, смотря где идешь. Я вот иду по самому краю. Вроде нормально. Просто так смотрю, кучкуется. То никого нет. Хоп, Ну, много людей. здесь видно есть. Какие-то рыбные места, думаешь? Здесь можно поглубже. Здесь, ну, почему-то в этом месте очень часто люди Сидят, рыбаки да? ловят. Очень часто в этом То есть месте. знают они, где сидеть. Вот именно возле там трубы телекомаса. И здесь тоже, знаешь. Капимба. Я? Nu, bet tenai mes buvom prie ten telekomo, ten pagauna. Gerų pagauna. Nu, sako, taip per. Nu, bet viens kits tu. Nu, vienas kits jo. Viens kits prašauna, čia nahu, bet viens kits. Čia yra gilu yra, Ne, žmogaus nudėlas. bet ne ten prie telekomo, ten, Giliau daug. ten giliau jo. Jo, ten daugiau vaga. Aha. Kokį karšį pagauti, Ne, su bezmatyliu varau. ungarį. A, nu gerai, sėkmės jums. Игорь. О, Ира. О, Побега, Арира. А, mažiukas. gerai. Yra mažiukai, reiškia, būsi dideliu. Вообще маленький такой, да? Как пальчик. Маленький такой. Ну, им просто, видишь, многим рыбакам, которые сюда приезжают, им просто хорошее времяпровождение. Смотри, как думаешь, а что такое здание красное? Ну, я не знаю, что. Ну, я лично не работал. Я что-то все время говорю, фанерка. Эта фанерка уже началась от того поворота, и все фанерка. Ну вот я тоже никогда здесь не был. Я первый раз все это увидел, когда плыл на этом речном трамвайчике. Вот, я удивился, что, ну, такие интересные места есть в Клайпеде. Я сейчас пешком прохожу. Не знаю, что это такое. Огромное тоже какое-то предприятие. Вижу, что оно, скорее всего, уже не рабочее, заброшенное, да. Может, максимум какие-нибудь склады используют. Ну, наверное, да. Максимум. А, вот. Ну, снег, смотри, почище, значит, там что-то там Что-то происходит. такое происходит, жизнь какая-то ведется. Огромное здание, да. Ага. И вот такое высокое. Ну, смотри, как много зверей подходит к реке. А зачем? Ну, не А знаю. вот смотри, вот он здесь шел, Ну. вот зверь шел, и сюда пошел. И потом, смотри, пришел, и вот попил воды. водички. Может быть. Вот, смотрите, вот следы. Шел. Хотя нет, дальше смотрю, идет. Здесь дальше шел. Вот. Ну, шел. на той стороне. Вот. Смотри, там и в гору есть вон следы. А, и дальше пошел через гору. Короче, просто перешел через реку. Да, водичку, не знаю, пил, не пил. Он прошел через реку. То есть такие... Ну, смотри, он придумал, да, что значит Ну, смотри, животное. вот. Но. Вот, смотри. Я думаю, что может какая-то леса здесь. Здесь, видишь, тоже шел, а потом здесь сошел и потом обратно вернулся, видишь? Потому что здесь уже нет следов. Потом, почему говорю, леса? Вчера были на косе, ездили в Ниду. И едем. Проехали Йоткранте. Едем дальше. Смотрим, проезжаем. Раз, там какая машина другая нам раз моргнула. Думаю, что такое, значит? Подумали, что может там полиция какую-то облаву делает.
Потом опять едем, другая машина нам моргнула. Думаю, что такое? Мы так, конечно, скорость убавили. Ну и что? И потом смотрим. Дорога. И посередине дороги, разметка, все есть в дороге. Посередине дороги сидит лиса. Сидит лиса. И мы с той стороны остановились, а эти другие с той стороны остановились и смотрим. А я уже все время, у меня есть там немножко хлебушка есть, все время в машине есть. Я когда тоже там собрал немножко мяса, собрал. Короче, я лису эту покормили. Потом поехали в Ниду. Ну, думаем, надо что-то гостинцев снова купить. Пошли в Ниду, думали купить можно какую-то там эти, недорогие совершенно, куриные спинки, бывает, продают. Ну, спинок не было, мы купили куриные шейки. Там еще какая-то была скидка большая, и, в принципе, за 58 центов продавалась упаковка этих шеек. Едем, опять эта лиса сидит на этом месте. Мы остановились, она к нам подбежала и стоит возле дверей. Я достал эту упаковку, вскрыл ее, бросил ей. Она одну схватила, попробовала, съела. А потом начала другие брать и в снег закапывать. Я потом вторую упаковку открыл, тоже ей тоже бросил. И, короче, потом уже поехали мы. И она, две вот упаковки, она прячет в снегу. А теперь сюда посмотри, как интересно такой рисунок. А что это такое, да? Я думаю, что может какая-то мышка. А, мышка? Давай сходим. Даже если стой, здесь я схожу. Мышка? Посмотрим, что это такое. Может, это мышка. Там видно, даже вот где-то Норка? норка даже. Ну, не, я думаю, что это... Ну, не знаю, что это такое. Хорошо, мышка. Ты немножко заслоняешь этим тенью своей. Вот, смотрите. Ну, может быть, какая-то мышка. Хорошо, откуда она вылезла и куда она полезла. Вот, смотрите, она здесь побегала кружком. Побегала. Но я не знаю, куда она делась потом. То есть нету никакой норки. Норки нету. Вот, смотрите, снова такие же следы. Маленькие лапки. Как они появляются, не понимаю. Вот, смотрите, следы, промежуток, следы. Дальше вот они здесь бегают и пропадают следы. Ну, я не знаю. А не знаешь что? Они появляются ниоткуда и пропадают. Ну, здесь, смотри, много этих следов зверей. Ну, да. Допустим, зайца можно определить, у него два задних на одном уровне и два передних зайца. Так, ну все. Не знаю, что это было такое. Может, это птичка какая-то маленькая. Порхает. Так, разбегаемся и... О! Там горочка, да? Поэтому-то я так спустился. А здесь не следы копыт. Сейчас посмотрим. Так, ну не знаю я, что это такое. Ну что такое, видишь, глубокое, да? То есть кто-то проваливался в этот снег. Да, получается, что... Смотри, какие развалины. Во. Какие-то наши... Кто любит заброшки, смотрите. Вот этот завод, да, большое предприятие. Все вот это, мне раздолбанное. кажется, есть фанерка. Ну не знаю, думаю, Я написано. всегда говорю, фанерка. Мне кажется, это и есть фанерка. Если кто знает, пусть напишет, что это такое. Точно, смотри, какие наши... Вообще ужас. Здесь можно снимать фильмы про войну. Я думаю, знаешь что? Я думаю, что вот это здание, вот это вот большое, оно еще такое как бы используется, а это уже все запущено. А то белого кирпича. Ну тоже Окна есть, в принципе. окна, там что-нибудь такое, что не боится там температуры, какие-нибудь стройматериалы, что-нибудь такое можно держать, да? Угу. Может быть, не знаю. Вот, подходим мы, наверное, к станции лодочной, которая вот для этого трамвайчика. Причальчик. Да. И даже, видишь, стоят ребята и ждут. Слушай, вот, правильно. Что ты меня путал? Вот там Лепа улица. Ну, Там да. с Инукой. Да. Вот фанерка. Да. А я все с того поворота все говорю, фанерка. Я тебе говорил другое. Вот, я имел в виду Синука этот на Лепа улице. Ну, И вот все эти кирпичные здания такие. Мы все время сидим по мосту да, и сбоку смотрим их. А Да. надо смотреть дальше. да. Вот так вот. А эта дорога уже идет на Паланговскую дорогу, да?
Ну да, по Гусплянта идет, и то в сторону Слингяя. Или вот, да, в Слингяй едут Новый люди. район туда все едут. Так, ну вот, смотрите, сколько мы прошли для вас, да? Ну, это, как называется? Это, как этот мост называется? Лепу мост? Или как? Не знаю. Сколько мостов есть через Через Данге? Ну, первый этот Пелес, вот в центре города. Второй Биржу, здесь тоже в центре. Третий Макиклус, который самый длинный, там 510 метров. И это четвертый мост. Думаешь, больше нету? Я сейчас видел такую цифру, 6 мостов. Дальше Тауралукис мост есть. Тауралукис мост есть. И подожди, где? Видно, там чуть дальше, за Тауралукисом. За Тауралукисом, потому что здесь только вот Тауралукис мост еще есть, да. Но мостов не хватает. Особенно вот этот мост очень загружен. Очень сильно. И такие пробки очень большие. И, возможно, конечно, Клайпеде нужен еще мост один. Особенно сейчас, когда этот район этой, как называется, как район? Бастиону, да? Да, Бастион это один место. А второе, там осторожно в одну сторону идти. А второе, смотри, какое эхо идет. О, Фигаро. да. Ну, видишь, какое эхо идет. Такое открытие. Вот, смотрите, здесь видно лед. Ага. Ну, и видишь, тоже ловились под мостом здесь. Да, папа привел детей на речку. Я, знаешь, сейчас мимо проезжал мимо Драгуны. Ну, Там этот озеро это, как называется, не знаю, там куча названий имеет. Мумлукё, там Аулукё. Алауша. Вот, и сейчас там с бобкатом расчистили, Каток как он сделал. сделали каток, и там сделали такой круг, и там катаются на коньках. Я думаю, это тоже подъеду, посниму немножко. Ну, хорошо. Так, а вот здесь, видите, переходит реку. А во. там, видишь, вон с правой стороны, видишь, уже новый район застраивается. А какой это район? Сейчас, подожди. Герайтис, или как называется, Ну, не новый знаю. район. Там много очень, там и многоквартирные дома есть. Там такие двухподъездные, четырехэтажные. И, ну, в принципе, люди покупают здесь. Ну, Я думаю, знаешь что, сейчас выпустим серию роликов. ага. Будет, знаешь что, я вас немножко обманул немножко. В прошлом ролике я говорил, что ролик про Бастион на Мэй выйдет уже вот на этой неделе, да, когда вы смотрите этот ролик. Или даже... Вот, но я думаю, что сделаем такую серию роликов по реке Данге. У Хорошо. нас получится там один ролик. Сейчас, мне кажется, мы снова снимали 2 ролика. Ага. Будет еще 2 ролика. Вон, Ну и как вот, дети катаются, знаешь. и, наверное, про Бастион на Мэй вы увидите только уже в марте. А еще же собирается этот Швесу фестиваля сделать. Что-то снимать можно. Погода хорошая, По-моему, снимать весело. сегодня же этот Ужговенец. Вчера был, Вчера был? да. М, Вчера сожгли море. Да, знаешь, что такое называется море? Да. Я не знал. Бабка Ёшка такая. Ну, соломенная, ее сожгли вчера. Я вчера был здесь мимо в бассейне, вот, и мимо приезжал, смотрю, там куча народу. Смотри, как скользко здесь. Заканчиваем? Или еще пойдем немножко? Ну, там уже все уже. Там уже. А что там находится? Сейчас посмотрим. Думаешь, заканчиваем? Ну, дальше там уже ничего интересного нету. Ну, не знаю, Дальше мне там кажется. одни кусты. Что-то вы долго ходите. Здравствуйте. Всех рыбаков обошли, здрасте. Да, здравствуйте. А то вас там на дамбе видел. Ну видите, какие вы. А вы нас видели, да? Да. Вы сюда приехали, здесь нас... Нет, вы там проходили, снимали. Да. Начало только, что вы начали говорить, типа, мы в прошлый раз дошли до этого места. Да. Мы идем дальше. Все, счастливо. Хорошего дня. Не знаю, снова можем подписчик, да, думаешь? Ну, не знаю, что. Все знает, что мы говорили. Да. Слова даже запомнил. Ну, видите. Так, ну что. Да, это вот станция. Данге. Покажу эту станцию, лайву Ледимо Ветос. Здесь можно, если у тебя есть свой катер,
Вот здесь это вот есть вот это в этом месте есть такой бетонный слип, и вот в Ага. этом месте можно спускать катер Ну, интересно. на воду. То есть берешь эту, как называется, тележку, платформу, Вон знак стоит, да, такой и специальный? да, и вот на этой платформе спускаешь воду, потом катер выводишь, а тележку поднимаешь. Ну, интересно. Туалеты есть. Посмотрим, может. Работать, не работать, не знаю. Ну, знаю. как-то сейчас с туалетами, в принципе, в Клайпеде проблем особых нету. Ну, не знаю. Ну, можно в кафе сходить, а так. Не, подожди, а там, денежку? Да, за денежку. А, Стоит, сколько туалет стоит, скажу сейчас. Можно карточкой заплатить. Наличными платить по ходу нельзя, только карточкой. А сколько стоит? А сколько стоит, куда я знаю? Не знаю, цены не написано. Я цены... ну, обычно где-то 50 центов стоит. 15 минут можно внутри находиться. 3 цента стоит, 3 цента. Вот, там 30 что центов, ну, написано. это недорого. Вот. Можно платить или же карточки, или монетами. 10-20 центов. Я не знаю, куда монетку сувать только. Может, они просто так написали. Вижу только карточками. Ладно. Что мы дальше поснимаем? Допустим, были в Латвии, когда мы ездили в Лепою, там тоже туалеты. Допустим, в отличие от в Литве, туалеты на заправках бесплатные. А в Литве платные? А в Латвии, да, 50 центов. Серьезно? Не, ну не знаю, я был в этой, знаешь, называется компьютерка, называется какая-то на букву В. Вирши, верса, не знаю, как так называется. Вот, она типа нашего стоила. Целый окей. Ну, в принципе, бесплатно. Нормально. В Литве туалеты бесплатные. Ну, знаешь что, есть на автостраде, около Кришканса, мне кажется, нет, в другом месте. Идем сюда. Там нужно или что-то купить, или же платишь, там, не знаю, 50 центов или 30 центов. То есть я знаю, вот один туалет есть платный. А в Латвии мы когда были на заправке Виада, там такой принцип. Идешь к кассиру, платишь 50 центов за туалет, он тебе выбивает чек с кодом. Подходишь к туалету дверями, есть такие циферки, ты набираешь код, который тебе выбит в чеке, и дверь открывается. Вот там такой принцип. То же самое у нас. Ну, не всюду, конечно, редко где. Я знаю одно место, где так есть. Одно местечко. Что это такое? Фанерка? Фанерка. Нет, здесь какой-то бетонный какой-то завод. А там дальше по этой дороге поедешь. Там большое предприятие по утилизации пластмассы, этих всех, говорится, сбору масел отработанных. Вот. Что там еще есть такое? Ну там в основном именно по уборке. Картон там тоже прессуют. Ну это бумагу, если правильно сказать. Бумагу прессуют. Вот. Не знаешь, что здесь есть такой интересный камень? Снимем его. Да. Что за камень? Ну да, есть интересный камень такой. С дырками. Мы сейчас к нему подойдем. Там, мне кажется, какая-то табличка, мне кажется, есть. И его покажем. Так, металл лаужо спиртимас. Да. Купает металлолом. Декоративная скалда. Ракмянц гаминей. Ну, такие щебенки продают декоративную. И всякие товары из камня. Так. Подходим к этому магазинчику. Там продают шубы всякие. Название такое варшта. В Литве много названий таких: варшта, скайместа, еще что-нибудь такое там-то. Вот мне не нравятся такие названия. Так, ну ладно, вроде не считаются такие типа литовские. Так, снимем этот камень интересный. Если, наверное, когда копали, делать дорогу. И вот такое. Вот, смотрите, он такой, не знаю, он такой белый камень такой. И очень такой гладкий. Это натуральный камень или какой? Натуральный? Это естественный такой? Да. Вот, смотрите. А откуда И такая дырка смотрите, взялась еще. в нем? Есть какие-то ракушки на нем. Не ракушки, не знаю, что это такое.
Ну смотри, он немножко, видишь, уже откололся, видишь, он уже с правой стороны. Вон внизу, видишь? Да, здесь что-то отколол-то есть. Здесь, видите, такие дырки есть. Хотя нет. Я думаю, что он где-то лежал на дне каком-то. Не знаю, откуда А это станет. внизу такая дырища откуда взялась. Ну вот, И там еще вон такие еще маленькие дырки есть. да. Интересный камень очень. У нас много в Литве есть таких валунов, больших камней. Но таких вот гладких, таких вот с дырочками, что такого Но размера. это не гранит, не гранит. Ну, типа гранит. Не знаю, мне кажется. Смотрите, что это такое. Ну, очень интересный камень. Я думаю, что камень такой один из интересных. Ну да. Этих валунов огромных у нас в Литве, ну, в каждом городе есть. Он Лежат. наше время наклонен. И он, видишь, одна сторона такая вся резаная, а другая такая, А ну, тебе отсюда не напоминает он это острова Пасхи? Видишь сюда, смотри. Посмотри. остров Пасхи. Вот там, видишь, вот смотри. Лоб, А, нос. во, вижу. Смотрите. И это есть остров Пасхи, там такие есть, такие стуканы стоят. И вот Что-то не лицо, похоже на это стукана такого. да, лицо похоже на вот лицо истукана. Потом ставлю в кадрах, они выглядят. Вот. Вот можно будет сравнить, чем отличается клайпедский истукан от острова Пасхи истукана. Ну, может, тоже к нам эти приплыли. Но, как это называется? Забыл, как называется. Что-то букву М какой-то, знаешь. Там было два народа на этом острове Пасхи, какие-то длинноухие, короткоухие. Вот. И одни и другие заставляли делать истуканов. Вот. Ну, он точно похож на истукана этого? Ну, по таким углом, да, похож. Ну, идем дальше, Я думаю, что пойдем. мы первые увидели в нем истукана с острова Пасхи. Ну, не знаю. О, отсюда еще даже лучше даже. Ну, да. На острове Пасхи, по-моему, около 900 этих истуканов. 900? Да, Так много? 900 штук. Мне кажется, что меньше. Не-не-не, их там полно-полно. Кучу. Ну, даже другие там еще закопанные есть в земле. Есть, которые еще там, их не заграбли, их, ну, выдалбливали. Вот, там вулканчик такой есть. Когда был помоложе, тоже там попутешествовал, посмотрел этих истуканчиков. А так ты был на острова Пасхи? Да, О! И есть какие-то фотографии остались? ну, вставлю, какие есть. Ну, хорошо, посмотрим. Я посмотрю, может, найду фотографию, где вот минус 10 лет. Так, ладно. Подходим сейчас. Что это такое за препятствие? Даже не знаю, что это такое. Сейчас тут всякие разные такие стройматериалы продают, всякие разные инструменты продают. Нет, пройдем. Вот. Труба есть. Вот такая вот. А, так ее даже, кстати, сохранили. И она очень интересна, ведь вечерами она переливается огнями. Из нее делают, да. Вот, вы видите эти полосы, которые белые. Они это такие неоновые. И они загораются ночью. О, что-то с вилкой, кстати, есть кафе. Вот. Есть всякие такие. А, знаешь, что там еще интересно? Там есть такие свободные зоны для работы. Да. То есть просто приходишь со своим компьютером, вот, и там можешь работать. Платишь какую-то абонентскую плату, типа тебе не нужен офис, и можешь прямо там работать. Там у них есть кафе, там можно покушать, даже там поспать можно. Там такие у них капсульный отель есть. Вот. Я, правда, видел отзывы от тех, кто там был. Некоторые удивлялись, потому что они думают, что снимут нормальную комнату, а там у них капсулу снимают. Там, не знаю, на величиной метр на 2 метра. Вот труба. Труба не очень большая. Я там был немножко внутри, там всякая электрическая установка есть. Что там больше нет? Еще, смотрите, антенны. Мобильная связь, там всякая разная. Так, ну. Дальше идем. Тут таких интересных магазинов есть. Допустим, если вам нужны какие-то болты непонятные. Здесь все продают. Стеклоцентр с вискосплетялем, для плиток, пол, инструменты всякие интересные. Вот, коворкинг, это то, что я говорил, где можно снимать рабочее место, рабочий стол. Даже если есть какие-то переговорочные залы есть,
Есть такие места, где можно поговорить по телефону. То есть там специально, чтобы никто не подслушивал. Устроено так. У нас, ребята, к сожалению, уже заканчивается батарейка на камере. И ролик уже будем заканчивать. Сейчас Евгений скажет заучительное слово и будем с вами уже прощаться. Какое слово? Посмотрите на эти барханы. Посмотрите. Снега в Клайпеде выше меня. Вообще, столько всего навалено. Обратите внимание, вот, Ну, вот, столько снега. огромные кучи снега. Огромные кучи. Особенно вот здесь вообще здесь такие, я бы сказал, что неестественные. Как так может быть столько снега? В Клайпеде столько снега. Ужас. Но ужас будет потом, когда все это будет таять. Я думаю, что будет у нас новый ролик. Про потопление. Про потопление. Щелуте, потопление Русне. У меня уже появилась идея. Да. Вот. Потому что там будет столько воды, что там же, хотя сделали, этот называется, понтонный такой перемост сделали, но и тот будет затоплен. А там специально работают такие амфибии, которые перетаскивают на плотах машины. Потому что ну столько снега, здесь десятки тысяч тонн снега, воды. Все это пойдет в Данге. Все, я думаю, что Всё, ролик счастливо. уже заканчиваем. Заканчиваем Всем спасибо. ролик. Подписывайтесь. Мы, кстати, сегодня пока гуляли, встретили довольно-таки много подписчиков. Да. Вот, очень приятно. Если хотите сделать нам приятно, ставьте лайки, делайте подписки. И очень важно, пишите комментарии. А эти хабарты, как называется? Хабры. Ну, я не знаю. Ладно, их оставим. Они, мне кажется, не очень эффективны. Ну хорошо, вот то, что нам интересны ваши комментарии, пожалуйста, пишите, что вы знаете о фанерке, что вы знаете о Данге, что вы знаете о Йоничкес, что вы знаете о мостах через Данге. И то, что историю Клайпеды, кто знает, пожалуйста, пишите. Всем привет!